Удар с флота и ракетоносцев РФ по Украине. НАТО поднимает истребители. Масштабная атака России. Решение Кремля. Путин требует приказа от Зеленского. Экстренное заседание правительства. Венгрия вызывает посла России на ковер. Обвинение в нападении. В чем суть? Немецкие военные атакованы. Экстренное заявление НАТО. Удар у штаб-квартиры Альянса. Москва вводит особый режим. Полные ограничения. Никаких данных о прилетах и терактах. Детали запрета. Беспрецедентные меры безопасности. Шоу и 3 темы на столе. Си встречает Трампа. Почему уже не как лидера на пике силы? Яичная атака на Ермака. Ветеран войны ударил по экс-главе офиса Зеленского. Опубликована переписка с гадалкой. Кого заказывал экс-глава ОП у Ворошки? Россия объявила охоту на британского капитана. Министра обороны Путин устраивает чистки. Громкие отставки в РФ. Раздача гражданства иностранцам за поддержку войны, а также новый виток скандала. Интрижка Макрона и ярость Брижит. С кем мог закрутить роман президент Франции? Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядку». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Спасибо за поддержку. Начинаю. Беспрецедентные меры безопасности в столице и невероятный прием. Переговоры, банкет, посещение храма Неба, комплекса императорских храмов, где китайские императоры молились о хорошем урожае, а также решение судьбоносных вопросов. Китай ярко принимает Трампа. Первый визит американского президента в КНР практически за десятилетие. Однако за всей роскошью встречи кроется разговор между Си Цзиньпином и Трампом о вещах, которые могут перекроить мировой порядок на годы вперед. Так о визите уже пишет американская пресса. Лидеры Китая и США обсуждают сразу 3 главные темы: Иран, Тайвань и торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира. BBC пишет: Китай пытается тихо сыграть роль миротворца в конфликте вокруг Ирана, потому что война бьет по китайской экономике. При этом Пекин явно рассчитывает, если он поможет Вашингтону с Ираном, то должен получить что-то взамен. Отдельный нерв переговоров – Тайвань. США продолжают продавать острову оружие, а Китай почти ежедневно демонстрирует военную силу вокруг него. Еще одна большая битва – это торговля. Цитирую. Американский лидер будет добиваться увеличения закупок Китаем американской сельскохозяйственной продукции. Китай, в свою очередь, наверняка будет давить на США, чтобы те прекратили недавно объявленное торговое расследование в отношении недобросовестной деловой практики, которая может дать Трампу возможность вновь ввести повышенные тарифы на китайские товары. В Китае Трамп проведет 3 дня. Вместе с американским президентом в Китай прилетел целый пул известнейших американских деятелей: глава Tesla и SpaceX Илон Маск, глава Apple Тим Кук и гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг, а также топ-менеджеры Boeing, Meta, Citi, Goldman Sachs, MasterCard и Visa. Агентство Рейтер при этом пишет: Трамп прилетел в Китай на встречу с Си Цзиньпином в гораздо более слабой позиции, чем он находился год назад, когда в октябре пересекался с Си на саммите в Южной Корее. С тех пор в США выросли цены на бензин, инфляция, рейтинги Трампа падают, война с Ираном дополнительно бьет по экономике и настроению американцев перед выборами. Китай это отлично понимает, поэтому Си встречает Трампа уже не как лидера на пике силы, а как президента с растущими проблемами внутри страны. Одна из самых длительных и массированных атак по Украине. Кремль отдал приказ. Российское оружие ударило по западу Украины. Впервые под ударом Закарпатье. И впервые Будапешт вызывает посла России на ковер. Правительство Мадьяра заявило, что осуждает нападение России на регион, где проживает большое количество венгров. Венгрия готова оказать Украине помощь, говорится в заявлении. На данный момент нам известно о 5 попаданиях дронов. 2 возле Свалявы, 1 в Ужгороде и еще по 1 в 2 других населенных пунктах. В Сваляве был поражен трансформатор на железнодорожной станции, а в Ужгороде – промышленный объект. Мы постоянно поддерживаем связь с нашим генеральным консулом, несколько раз разговаривали с ним по телефону и запрашивали информацию о ситуации на месте. Мы решительно осуждаем эту атаку. Атака длится более суток. В первые часы были выпущены сотни дронов, и речь шла практически о 1000. Дальше пошли в ход ракеты. Основной целью стала Укрзалезниця и инфраструктура Нафтогаза. К вечеру 13 мая Зеленский и мониторинговые группы заявили о передислокации российских ракетоносцев ближе к точкам пуска. Речь о самолетах стратегической авиации. Россия била гиперзвуковыми кинжалами, баллистикой, крылатыми ракетами как с самолетов, так и с флота РФ.
Украина заявляла о взрывах не только на западе страны, но и в других городах. Среди заявленных и главных целей также был Киев. Воздушные силы Украины на вечер 13 мая говорили о 27 попаданиях и падении сбитых дронов в 26 локациях. Словакия на время закрыла границы. Во время воздушной атаки Молдова обвинила Россию в том, что дрон зашел в воздушное пространство страны. Польша при этом привела армию в повышенную готовность. Была поднята авиация НАТО. Вскоре Варшава заявила, что нарушения ее воздушного пространства не было. Москва при этом во время массированной атаки озвучила условия Путина. Он требует и ждет приказа от Зеленского. Удары прекратятся в ту же минуту, когда Зеленский выполнит требования России. Далее Москва и Киев перейдут к переговорам, заявил Кремль. Президент Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов. В этот момент наступит прекращение огня, и стороны спокойно могут заняться переговорами, которые, кстати говоря, неизбежно будут очень сложными. День X, 14 мая, суд окончательно должен избрать меру пресечения экс-главе офиса Зеленского Ермаку. Он уже заявил, что внести залог из собственных средств не сможет, потому что у него нет 180 миллионов гривен, а именно столько требовала сторона обвинения. Второй вариант – Ермака могут отправить под стражу. Накануне же он спокойно ушел из зала заседания домой, при этом ответив на вопросы о его связях с гадалкой, которая, по версии следствия, могла помогать Ермаку при принятии ключевых решений в стране. 13 мая на суде прокуроры зачитали переписку, где Ермак советовался с гадалкой Вероникой Финшуй по поводу своих политических врагов и получал почти боевые советы. Или вы их, или они вас. Далее послушайте, как прокурор антикоррупционной прокуратуры зачитывает часть материала. Это, как утверждают следователи, часть переписки Ермака и Ворожки. Если продолжать стратегию страуса, то так и будет. Вы готовы принести себя в жертву, только чтобы быть для него хорошим. Они не оставят вас и его в покое. Им нужна власть. Если вы их не остановите, то они ее получат. Вопрос в том, что будете делать вы и где вы будете. Ситуація такова, що или ви, или вас. Далі Єрмак у відповідь на це повідомлення пише: Фіала, Українська правда, Ткач, Мусаєва, Железняк, Арахамія, Гончаренко. Я готов на все. Я на все готов. Завтра готов. Журналисты проекта «Схемы» выяснили, что загадочная Вероника Финшуй, с которой по версии следствия Ермак обсуждал назначение во власти, это 51-летняя киевлянка Вероника Аникеевич, называющая себя астрологом и консультантом. В сети она активно защищала Ермака и атаковала НАБУ и САП, обвиняя антикоррупционные органы в работе на капитуляцию Украины. Журналисты также выяснили, что ее отец – гражданин России. Далее часть комментариев, которые гадалка оставляла в соцсетях, защищая Ермака. Цитирую. В продолжении диалога с другими пользователями она отмечала: «При чем здесь Ермак? Мы страну теряем, не Ермака, включите мозги». В тот же день она упомянула антикоррупционные органы. «Я пишу про то, что НАБУ и САП продались русским и помогают продавать капитуляцию, а вы мне про Ермака. Ермак ушел, а вот у страны проблемы». Ермак при этом заявил, знает женщин по имени Вероника, но с гадалками не общается. Послушайте, я знаю несколько Вероник, я не помню их фамилии. Может, какая-то и есть Вероника. У меня очень много знакомых. С гадалками я точно не общался. Так же, как и у меня нет и никогда не было кукол Вуду или что там писали. Никогда не было кукол Вуду, что там писали. После заседания, уходя домой, уже на улице Ермака атаковали яйцом, но не попали. Парня, который это сделал, задержали. Это ветеран войны, вернувшийся из плена, был на Азовстале. После задержания он обозвал Ермака и заявил, что тот зарабатывал на войне и манипулировал также на войне. В то же время интересная и реакция посла ЕС в Украине на судебное дело. Матернова заявила, что кто-то может использовать факт дела против Ермака как доказательство того, что коррупция в Украине фактически есть системой. Но все же само событие позитивное. Послушайте. Я считаю, что сам факт того, что бывший глава Офиса президента предстал перед Высшим антикоррупционным судом, свидетельствует о том, что антикоррупционные институты работают. И позвольте повторить, это происходит во время полномасштабного вторжения. Россия начинает охоту на капитана британской армии. Москва объявила в розыск бывшего главу Минобороны Великобритании Бена Уоллеса. Его карточка появилась в базе МВД России. По данным ведомства, Уоллеса разыскивают по уголовной статье, но по какой именно не уточняется.
Уоллес неоднократно делал резкие заявления в адрес России. Напомню, в 2025 году экс-глава британского Минобороны призвал Запад усилить военную помощь Украине. В интервью The Guardian он заявил, что Крым нужно сделать непригодным для жизни, а разрушение Керченского моста станет серьезным ударом по Кремлю. Уоллес также призывал Германию передать Украине дальнобойные ракеты «Таурус» для ударов по мосту. Кроме того, Уоллес высмеивал Путина за то, что тот, оказавшись в изоляции, попросил у Северной Кореи устаревшее оружие еще 60-х годов выпуска. Немецкие военные атакованы, нападение у штаб-квартиры НАТО. Нидерланды начинают расследование из-за оскорбления представителей немецкой армии на своей территории. Неизвестные напали на солдат из командования Альянса. Об этом сообщили в Минобороны Германии. По данным ведомства, военнослужащих сначала оскорбляли, а затем избили. Инцидент уже назвали событием, связанным с безопасностью. Командование НАТО в Брюнсуме, один из ключевых штабов Альянса, он отвечает за координацию операции Альянса в Центральной Европе. Следователи проверяют информацию о возможной политической подоплеке нападения на 2 солдат. Немецкая газета Welt пишет: возможные мотивы нападения все еще расследуются. К расследованию привлечена также нидерландская военная полиция. Следователи также проверяют сообщения о том, что группа нападавших выкрикивала антинатовские лозунги и была в масках. Дезинформация, давление и манипуляции. Свободные выборы под угрозой. Такой вывод сделала делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы после визита в Армению. Европейские депутаты заявили о масштабном вмешательстве в избирательную кампанию. По их данным, речь идет не только о дезинформации, но и о кибератаках, незаконном финансировании, экономическом давлении и попытках повлиять на результаты голосования. В Совете Европы отдельно указали на гибридные методы России для сохранения влияния на Армению. Как утверждает комиссия, речь идет о попытках сформировать выгодное Москве общественное мнение. Также европейские депутаты заявили о давлении на журналистов, правозащитников и представителей гражданского общества. Помимо этого, обеспокоенность вызвала вмешательство в предвыборную кампанию Армянской апостольской церкви, выступающую за сближение с Россией. И это далеко не все проблемы, о которых заявили в ПАСЕ. Процитирую. Дополнительную тревогу вызывают растущий политический раскол, низкое доверие людей к государственным учреждениям и общий недостаток интереса к политике, особенно среди молодежи. Делегация также сообщила о жестких заявлениях во время предвыборной кампании и обвинениях в использовании административных возможностей в личных целях, давлении на избирателей, неконтролируемой агитации со стороны посторонних организаций и подкупе голосов, иногда под видом благотворительности. Напомню, парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. На них действующий премьер Никол Пашинян попытается сохранить власть и пойти на 3-й срок. Громкие перестановки во власти. Сразу 2 российских губернатора ушли в отставку. Путин принял досрочное увольнение глав Белгородской и Брянской областей. Вячеслав Гладков покинул пост губернатора Белгородской области по собственному желанию. Слухи о его возможной отставке, напомню, появились еще несколько недель назад. Источники российских СМИ сообщали о падении уровня поддержки власти в регионе и ухудшении качества жизни. В апреле Гладков ушел в отпуск, который позже продлил. В отставку также ушел и губернатор Брянской области Александр Богомаз, руководивший регионом с 2015 года. Оба региона находятся у границы с Украиной. Временно исполняющим обязанности главы Белгородской области теперь назначен Александр Шуваев. Это российский генерал, воевавший против Украины. А Брянской области руководить пока будет Егор Ковальчук. Он уже успел побывать председателем неподконтрольной Украине администрации Луганска. Поддержал войну, получи гражданство. В Госдуме России предложили выдавать паспорта РФ иностранцам, которых в других странах привлекли к ответственности за поддержку войны против Украины. Поправки готовит партия «Единая Россия». Речь идет о разрешении на временное проживание, виде на жительстве и, как результат, гражданстве. Их предлагают добавить в законопроект об ужесточении правил получения российского гражданства, который Госдума уже поддержала в первом чтении. Сейчас документ, наоборот, предполагает отказ в гражданстве и ВНЖ для иностранцев с неснятой или непогашенной судимостью. Однако, как заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, для людей, которых по версии Москвы преследуют за поддержку российской политики и войны, должны действовать отдельные механизмы защиты.
Последствия ударов под запретом. Россияне теперь ничего не будут знать о прилетах. В Москве вводят особый режим. В российской столице запретили публиковать фото, видео и даже тексты об атаках беспилотников или терактов. Решение приняла антитеррористическая комиссия столицы. Под запрет, кроме всего, попала информация о разрушениях, пострадавших и повреждении инфраструктуры. Ограничения касаются и сообщений о диверсионных группах. Органы власти, СМИ и даже экстренные службы теперь не могут сообщить о том, что произошло, пока об этом не напишет Минобороны России, мэрия Москвы или Сергей Собянин. В Москве такие действия объяснили борьбой с фейками и вопросами безопасности. За нарушение обещают штрафы. Новый виток скандала из-за книги. Во Франции бурно обсуждают личную жизнь четы Макронов. Журналист Paris Match Флориан Тардиф в своей новой книге «Почти идеальная пара» заявил, что причиной резонансного конфликта между Макронами могла стать актриса Гольшифте Фарахани. Речь идет о видео, снятом в мае прошлого года во Вьетнаме. Тогда камеры зафиксировали момент, как первая леди Франции ударила президента по лицу при выходе из самолета, а затем отказалась идти с ним под руку. По версии автора книги, незадолго до этого Брижит Макрон увидела в телефоне мужа сообщение от актрисы. Тардиф утверждает, что между Макроном и Фарахани была теплая переписка, а некоторые сообщения были довольно личными. В окружении первой леди уже заявили, что Брижит Макрон никогда не проверяла телефон мужа, а слухи о связи президента с актрисой назвали ложью. Сам Макрон ранее объяснял произошедшее семейной шуткой, но автор книги считает иначе. Его слова приводит газета «Le Parisien». Согласно имеющейся информации, президент республики на протяжении нескольких месяцев якобы поддерживал платонические отношения с иранской актрисой Гольшифте Фарахани. Именно это мне говорили и неоднократно подтверждали люди из их окружения, заявил Флориан Тардиф в эфире RTL. По его источникам, некоторые из их сообщений зашли довольно далеко, включая в частности фразы вроде «И я считаю вас очень красивой». Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Как всегда, напомню, что мне будет приятно за каждый ваш лайк, комментарий и если сделаете репост этого видео. И до встречи уже завтра.